Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как шишковать в Assetto Corsa с трафиком в 2024 году. Это видео будет разделено на 3 части и подразумевает, что вы уже скачали такой альтернативный лаунчер, как Content Manager. Он значительно улучшает пользование игрой в 2024 году. Итак, у нас будет 3 части этого видео. В первом мы скачаем карту и машины. Во втором мы установим все моды в игру и будем их настраивать. И в третьей части мы запустим и начнем решать ваши самые известные проблемы, такие как AC Reverb, гонка отменена. Я вам дам несколько советов и расскажу, как их решить. А мы начинаем. Первым делом я вам покажу, как установить карту и версию с трафиком, а также покажу, где скачать хорошие машины для трафика. Чтобы все нам скачать, мы переходим по первой ссылке в описании этого видео. Вот мы находимся в Discord сервере разработчиков карты. Тут нам нужно найти раздел Track Downloads, он находится вот тут. Здесь мы нажимаем на верхнюю ссылку, Шуток Revival Project. У нас открывается вот такой их сайт. Здесь мы нажимаем на кнопку Download. Нас откидывает вниз. Тут вы можете лицезреть их сервера официальные, на которых вы, возможно, будете катать в будущем. Здесь нам нужно нажать на скачку только 2 эти зеленые кнопки, больше ничего. Нажимаете вот тут, тут вы соглашаетесь со всем, нажимаете скачать, тут это не просит, просто все скачивайте. Теперь, чтобы запустить нашу карту с трафиком, нам нужно обратно вернуться в их Discord сервер. Здесь нам нужно будет зайти в раздел SRP Track Extras, он находится в конце, вот тут. Здесь вам, если что, объяснят на английском, но я вам сегодня это буду на русском объяснять, как все это поставить. К этому мы перейдем чуть попозже. Дальше нам нужно скачать вот этот файл с их официального Discord сервера. Еще раз повторю, здесь нажимаете Download и все. Это мы все закрываем. Мы с вами все скачали. Теперь внимательно следите дальше за моими действиями. Сейчас мы с вами переходим в Content Manager. Теперь вам нужно будет следить за каждым моим действием. Первым делом мы убеждаемся, что у вас работает архиватор 7zip. Мы находим Content Manager, тут нажимаем на плагины и смотрим, есть ли у вас галочка. Если нет, то обязательно активируйте, без этого никак. Дальше мы открываем ваши загрузки. Здесь нам нужно будет сначала 2 самых больших файла закинуть в Content Manager. Это SRP Main 09 Official, это карта, SRP Car Pack, это Car Pack автомобилей плюс Traffic Cars. Мы просто берем вот так 2 этих архива, перекидываем и ждем, пока у вас Content Manager за вас сделает всю работу, а точнее найдет вот эти лейауты карты и все модельки машин. Клавишу, но контроллер не сдвигается с места. Конечно, так давить на них нельзя. Теперь у вас в списке карт должно появиться Шуток Revival Project. Пока что у нас нет нужной с вами конфигурации, поэтому мы ничего не выбираем. Дальше мы закидываем 3-й архив, это Subaru Traffic Fixed. Он у нас находит Subaru PA, это у нас называется Layout на английском, не знаю, как это на русском называется. Видите, он Fastlane применяет. И теперь вы можете закастомить свой трафик сами. Мы с вами открываем этот архив. Теперь мы с вами переходим в Steam, и тут нам нужно будет узнать ее путь, то есть посмотреть локальные файлы. Steam теперь можно закрывать. Нам нужно найти папочку Content, дальше Tracks. Тут мы ищем Шуток Revival Project Beta. Выбираем Subaru PA Traffic, папочку Data. И теперь из вот этой папочки Optional Different Speed AI можем выбрать, что нам нужно. Если вы хотите трафик, который будет ехать медленно, то выбирайте Slower AI. Если хотите, чтобы он ехал быстро, то Faster AI. Нажимайте сюда. Я выберу Faster AI. Вот этот файлик мы перекидываем в дату. Он перекинулся. Теперь у вас машины едут быстрее, чем на обычном Subaru PA Fixed. Теперь мы переходим с вами к не менее ответственной части ролика. Будем выбирать с вами трассу, машину и количество трафика. Машину, я думаю, вы сможете выбрать сами, но я вот выберу вот эту BMW M5 E60, которая у меня уже есть.
Как вы видите, оно находится в моем шашка-паке. Я создал отдельный шашка-пак. Если вы хотите себе точно такие же машины, вот сейчас мы зайдем с вами, например, тут Mercedes-Benz C63, Land Rover, Audi RS6 и много-много машин. В будущем будет еще больше. Там вы сможете приобрести крутые шашка-паки за отдельную плату, а также сможете оформить подписку на мой бустик, которую за 100 рублей в месяц вы будете получать крутые тачки для дрифта, шашек и тоги на эту прекрасную игру Assetto Corsa. И на этом же бусте за подписку премиум я помогу вам в установке и решении проблем с вашей Корсой. Теперь мы с вами переходим к выбору трассы. Тут мы с вами должны найти Shittock Revival Project. Из списка этих карт вы должны выбрать Subaru PA Traffic. Вот так вот она выглядит с такими машинками. Нажимаете ОК. Теперь вот снизу в этой панельке мы с вами выбираем трек день. Двигая вот эти два ползунка, вы, грубо говоря, настраиваете ваших машин трафика. Уровень соперников выше, тем они резче едут, по идее, и как они держат полосы. Агрессия — это насколько часто они будут перестраиваться. Вы, конечно, можете настраивать как хотите, но я рекомендую поставить как у меня. Дальше нам нужно выбрать тип сетки. Нажимаем сюда, случайно, вручную. Ставим 10 соперников, это, как я считаю, самое оптимальное решение, чтобы ваш компьютер не грелся и не шумел, и вы смогли комфортно кататься по карте. Дальше мы переходим к выбору самих машин трафика, которые будут у вас ездить по карте. Это мы переходим чуть правее. Здесь мы находим кнопочку плюс. И тут вы можете из любого списка ваших автомобилей выбирать машины. Но рекомендую ставить исключительно машины, которые сделаны под сам трафик. Это вот эти всякие. Но я все-таки поставлю свой сохраненный японский трафик. В конце видео я вам расскажу, как поставить точно такой же пресет, как у меня. Так что досматривайте обязательно. Но так, чтобы добавить любую машину, это просто вы находите ее в списке, 2 раза кликаете, и она у вас появляется. Вот видите, тут двоечка появилась. Дальше мы с вами будем решать самые популярные проблемы, связанные с этим вариантом езды с трафиком. Первое, которое меня просто постоянно бесит, это люди, когда ставят не тот вариант, например, Subaru PA, у них выскакивает вот такая проблема: Tag Circuit отсутствует. Мы нажимаем, и говорят, типа, что это не то, Tag Circuit нет, и многие нажимают да, и исправить это не надо так делать, значит, вы что-то делаете не так. И, соответственно, если вы это исправите и будете так кататься, то у вас будет гонка отменена, либо просто машины будут стоять у вас здесь в пятах. Вот примерно как сейчас это выглядит. У вас просто машины стоят в пятах и никуда не едут. Нам это, естественно, не подходит. Кстати, зацените эту модельку, она просто прекрасна. Нам это не подходит, поэтому мы выходим с вами из игры и выбираем Subaru PA Traffic. Теперь мы переходим к одной из не менее популярных ошибок. Это гонка отменена, когда у вас просто на весь экран высвечивается иконка «Гонка отменена». Это чаще всего связано с огромным количеством соперников, которые вы выбрали, или вы выбрали не ту карту, либо вам попалась багная версия CSP, то есть Custom Shaders патча. Это вот здесь, About and Updates, и вот тут вам, возможно, попалась багная версия. Как видите, здесь есть Recommended. Я вам рекомендую ставить либо эту, либо эту, либо эту, либо эту. Это у меня превью-версия, у вас ее нет. А вот дальше вообще не ставьте версии, это старые, которые не работают. Путем проб и ошибок вы найдете версию, которая будет работать. Я, конечно, вам рекомендую ставить 1.79, потому что она проверена самими разработчиками и менее лагает, чем остальные. Если у вас даже после вот этих всех способов решения, как убавить соперников, или выбрали не ту карту, все равно вылезает ошибка «Гонка отменена», то извините, я не знаю, как это решить. Может, в будущем, если я найду решение, то я сниму отдельный ролик. Но на ютубе очень много иностранных видео, которые об этом рассказывают. Так что, если у вас прям вообще ничего не получается сделать, то обращайтесь за этим в интернет. Дальше у нас идет ошибка AC Reverb 0. Эта ошибка возникает, когда у вас какие-то файлы карты ломаются и не дают нормально запустить. Чтобы решить эту проблему, вам нужно переустановить карту, это зайти в папку с игрой и удалить всю вот эту карту. И она удалится, естественно, вместе с этим Subaru PA трафиком. И установить заново по этому же гайду. И тогда у вас, по идее, оно должно заработать. Бонусом
Вроде все ошибки популярные я разобрал. И теперь бонусом я хотел бы вам рассказать, как сделать так, чтобы вы могли сразу ставить все эти машины трафика. Это вам нужно перейти по ссылке в описании этого видео. Если смотрите с телефона, то придется перейти на компьютер, на котором у вас установлена Corsa. Вы переходите по ссылке в описании, нажимаете на эту ссылку, я ее веду здесь. У вас вылезает вот такая Address Grid, и вот такой у вас вылезает. Вы нажимаете «Применить» и «Сохранить». У меня это все есть. Я нажимаю «Применить». И у вас применяется вот этот трафик. И чтобы в дальнейшем выбирать, нажимаете сюда. И тут выбираете все ваши сохраненные варианты трафика. Вроде все. Нажимаем «Поехали». И смотрим, как у нас это работает. Вот как вы видите, трафик едет, все хорошо. У нас еще сзади трафик. Трафика мало, но все работает. И как раз по поводу количества трафика. В этом способе машин очень мало, потому что этот способ заточен под саму игру Assetto Corsa. Как вы знаете, здесь очень известны заезды, такие как GT, Формула, и поэтому это по большей части сделано, чтобы у вас были оппоненты какие-то там на гонках. А вот чтобы у вас именно было трафик и его огромное количество, то вам придется либо трафик планер ставить, об этом у меня есть отдельное видео на канале, кстати, по подсказке оно выйдет сверху, либо создавать свой сервер, и вы даже на нем сможете играть с другом. И если вы хотите, чтобы я сделал именно по этому варианту с сервером, то пишите обязательно об этом в комментариях, и когда мы добьем 150 лайков на этом видео, то я обязательно замучу гайд по поводу вашего сервера, на который вы сможете и дрифтить, и шашковать, в общем, все что угодно. А на этом все. Спасибо, что смотрели это видео до конца. Я надеюсь, вам это очень сильно помогло. И не забывайте поддерживать меня на моем бусте. С вами был я, Ферто. Всем пока.